Привет! Сегодня я хочу разобрать случай, который произошел 14 июня 2026 года в штате Юта. Этого человека знало все мировое сообщество экстремального вида спорта, и, к сожалению, он навсегда остался в небе во время прыжка, который считается в его дисциплине одним из самых рисковых. Его звали Энди Льюис, и в своей среде он был известен больше под прозвищем «Рисковый Энди», а весомым шагом к его публичности стало 5 февраля 2012 года, когда молодого человека впервые увидела многомиллионная аудитория в одном из перерывов Суперкубка. Пока Мадонна перед зрителями выступала на стадионе, этот человек шел по тонкой стропе над сценой в белой тунике, а потом сделал сальто назад. Именно тогда триклайнинг вышел на новый уровень и вышел на уровень по всему миру. Но, чтобы разобраться в этом термине, нам для начала стоит взглянуть на такую штуку, как slackline. По сути, это просто ходьба по плоской нейлоновой стропе шириной около 5 сантиметров. И в отличие от жесткого натянутого циркового каната, она провисает и раскачивается под весом человека. Поэтому удерживать баланс на ней задача не из легких, а если натянуть такую стропу низко над землей и использовать ее как упругий батут для трюков и прыжков, это превращается именно в тот самый триклайнинг. А если ее же закрепить между скалами и небоскребами на огромной высоте, то получается у нас хайлайн. И именно триклайнинг когда-то продемонстрировал Льюис на Суперкубке, хотя будет правильно сразу отметить, что это была лишь часть его увлечений, потому что к тому времени он прошел более 100 хайлайнов в режиме фрисола, то есть вообще без страховки, имея под ногами лишь узкую ленту и пропасть. Он вырос в Калифорнии. В середине 2000-х юноша увлекся слэклайнингом и уже в 2006-м первым в мире сделал бэкфлип, это прыжок назад с вращением прямо на стропе. Видео тогда разлетелось по интернету и попало в рекламу одного очень культового спортивного бренда, того самого, чей девиз призывает просто сделать это. В 2008 году он стал первым чемпионом мира по треклайнингу на соревнованиях в шотландском Форт Уильяме, после чего он сумел закрепить этот результат еще 4 раза подряд. В 2011 году он попал в книгу рекордов Гиннесса, сумев сделать всего за 1 минуту 143 боковых серфа. Это такое движение, когда ты стоишь на стропе и раскачиваешь ее ногами из стороны в сторону и словно ловишь волну. И сделал он это, балансируя над бурлящим водопадом Дяошуйлоу на озере Цзимбо в Китае на высоте 15 метров. В 2013 году Энди прошел хайлайн между двумя башнями в Лас-Вегасе, и это было уже 145 метров над стрипом, мировой рекорд для городских хайлайнов на тот момент. А в 2014 году он натянул стропу между двумя воздушными шарами над пустыней Невада на высоте 1200 метров и прошел по ней. То есть каждый раз высота вырастала в 10 раз. И это хочется отдельно отметить и осмыслить. Но вот что здесь важно. Льюис никогда не скрывал вообще, что он думает о риске. В одном из довольно старых интервью у него прямо так и спросили, было ли ему когда-нибудь по-настоящему прямо страшно. На что он ответил без паузы: самое опасное, что я делаю, это бейс-джампинг. У меня уже был клифф-страйк, парашют открылся назад, меня бросило в стену скалы, и многие люди погибают именно в такой ситуации, но мне каким-то чудом удалось выбраться без травм. Здесь нужно объяснить, что такое бейс-джампинг, потому что это ключевая часть всей нашей истории. Бейс – это аббревиатура 4 типов объектов, с которых прыгают: здания, антенны, мосты или скалы. Принципиальное отличие от обычного скайдайвинга, то есть от прыжков с самолета, заключается в высоте и времени. При прыжке с самолета у вас около 60
90 секунд минимально свободного падения, перед тем, как нужно открыть парашют. А прыжок с 85-метрового обрыва, как это было в этом случае, это всего 4 секунды падения. И у спортсменов почти нет обычно запаса времени, чтобы среагировать, если что-то пойдет не так. В скайдайвинге, кроме всего прочего, есть запасной парашют, а в бейс на таких высотах запасной купол физически просто не успевает сработать. Парашют обязательно должен раскрыться с первого раза и правильно. И если он не раскрылся, то все, у вас вариантов нету. И вот в 2018 году Льюис основал в Моабе компанию Base Jump Moab. Сам Моаб — это небольшой город в штате Юта, который за последние 20 лет стал чем-то вроде мировой столицы для людей, которым мало обычной жизни. Для скалолазов, каньонеров, джамперов, ну и так далее. И компания Льюиса непосредственно предлагала коммерческие тандемные прыжки с обрывов. Тандемный прыжок — это когда клиент пристегивается к инструктору плечевыми и поясными застежками, и они прыгают вместе. При этом инструктор сам управляет куполом, а клиент висит спереди и наблюдает за происходящим. Это стандартная практика в скайдайвинге для новичков. И там, кстати говоря, она достаточно безопасна. Один летальный случай примерно на каждые 500 000 тандемных прыжков, по данным, во всяком случае, американской ассоциации USPA. Но в бейс все иначе. Например, на норвежском массиве Кирах, где наблюдения велись приблизительно 10 лет, было зафиксировано, что один летальный случай происходит на каждые приблизительно 2300 прыжков. И это в 200 раз выше, чем в тандемном скайдайвинге. А общая статистика по бейс в мире насчитывает около 72 летальных случаев на каждые 100 000 прыжков. 40% всех летальных исходов в бейс — это именно отказ парашюта или нераскрытие купола. И именно это произошло 14 июня. Рядом с Льюисом в тот день был Дэнни Джо Крэгл. Ему было 68 лет, он бизнесмен из Аризоны. И за его плечами было уже более 100 самостоятельных прыжков с парашютом в скайдайвинге. То есть человек был с опытом, понимавший разницу между спортом и аттракционом, и тандемный бейс был его давней целью. Он специально нашел именно компанию Льюиса и записался. Утром 14 июня он отправил семье фотографию с места, откуда все будет происходить. И вот во время прыжка с высоты около 85 метров парашют не раскрывается штатно. Соответственно, купол не наполнился воздухом, так как это должно было быть. И они оба ударяются о каменистый склон. Первые спасатели добрались до места приблизительно через 45 минут. Сам Льюис скончался около 11 утра по местному времени, а Крэгл, к сожалению, сразу. Но, несмотря на всю трагичность произошедшего, семья Дэнни не планирует подавать в суд. Вот так вот. Вдова прямо так и сказала, что это было бы не в его духе, и они хотят, чтобы его помнили человеком, который прожил жизнь так, как хотел. Внутри самого сообщества бейсджамперов коммерческий тандемный формат уже много лет остается предметом ожесточенной дискуссии. Одни считают, что брать клиентов на прыжок категорически нельзя. И главный аргумент заключается в том, что профессионализм инструктора никак не меняет физику нижней границы. То есть на 60-80 метрах это всего 4 секунды. Если что-то начинает идти не так, то исправить это уже нечем. Другая часть говорит, что взрослый человек с опытом в скайдайвинге все же имеет право принять осознанное решение. Одни говорят, что прыгать вдвоем — это тупейшая идея в мире, другие утверждают, что таким образом дают людям новый опыт. И ни та, ни другая сторона не пришла к согласию. И закон в данном случае не помогает. Коммерческий тандемный бейс в США не лицензируется отдельно на федеральном уровне. То есть Федеральное авиационное управление регулирует только оборудование, но никак не ограничивает сам формат коммерческих прыжков с фиксированных объектов. Таким образом, каждая компания работает в рамках собственной оценки риска. Льюис все это знал. Он знал статистику лучше большинства людей на планете, потому что сам участвовал по факту в ее создании эти 20 лет. Он сам говорил в интервью, что бейс самое опасное из всего, что он делает.
И все равно занимался этим, а потом начал возить туда клиентов. И вот вопрос, который я хочу с вами обсудить, он не про Льюиса конкретно, а про ситуацию, когда профессионал с 20-летним опытом в одном из самых опасных видов спорта берет на себя ответственность за другого человека. И оба они не возвращаются. Так кто же несет ответственность за то, что такой формат вообще существует как услуга? Или, может быть, мы просто сразу примем тот факт, что у каждого человека есть право прийти, пристегнуться и прыгнуть, даже зная эти цифры. Напишите об этом в комментариях, будет интересно почитать. Всего вам самого доброго, до следующего выпуска и пока.